Всем привет! Меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня мы вяжем шапку, которая подходит абсолютно всем. На любой тип лица, мужчинам и женщинам и детям. И связать такую шапку можно очень быстро. Вяжется она тоже очень просто. Вязать будем из Alize Superlana Maxi. Так выглядит пряжа. Здесь 25% шерсти, 75% акрил, в 100 граммах 100 метров. Мой цвет 463, такой какой-то зеленоватый, голубо-зеленый, мятный. Камера немножко не точно его передает. Интересный такой зимний цвет, мне кажется. Спицы у меня круговые, 5,5 миллиметров. Я вяжу спицами с длинной леской. Я не люблю спицы с короткой леской. Если вам удобно вязать спицами 40 сантиметров длиной, то вяжите ими. Я вяжу способом Magic Loop. Итак, спицы 5,5 миллиметров. Вам понадобится 1,5 мотка такой пряжи на эту шапку, если вы будете вязать по моим характеристикам, по моим параметрам. Плотность вязания в 10 сантиметров 10 петель. Я вам сейчас покажу, как я измеряла. Мой обхват головы 58 сантиметров. Итого мне нужно набрать на мою шапку, то есть я высчитывала десятками. 5,8 это десятками я беру всегда, потому что расчет получается более точный, чем если мы будем высчитывать в 1 сантиметре количество петель. Я всегда считаю десятками, и такие расчеты меня никогда не подводили. Итак, 5,8 умножаем на количество петель в 10 сантиметрах. Это 10 в моем случае. Итого получается 58 петель. Но так как раппорт узора составляет 4 петли, нам необходимо набрать 60 петель. То есть для ровного счета я добавила еще 2 петли. Можно было убрать 2 петли, но мне нравится, когда шапка немного сидит более так свободно, не стягивает голову. Если вам нравится более плотно, то можно вычесть эти петли. И плюс 1 это петля для соединения петель в круг. Итак, как я считаю? Вот наша шапка. Шапка у меня длинная получилась в высоту, с большим отворотом, с очень хорошим отворотом. И по ходу ролика я обязательно где-нибудь ставлю фотографию, как эта шапка сидит на голове. Итак, вы вяжете обязательно образец, который измеряете. Так получилось, что первая часть моего видео, она у меня удалилась из телефона, поэтому я снимаю уже второй раз, уже по готовой шапке. И образец, соответственно, я уже распустила. Итак, пример, вот у меня образец. Вы обязательно свяжите образец не 10 сантиметров, а 15 сантиметров в ширину. В высоту можно вязать любое количество сантиметров, ну примерно 7, не меньше. Я растягиваю пряжу так, как я хочу, чтобы она сидела на голове. То есть не сильно, не слишком слабо. Растягиваем шапку так, как мы хотим, чтобы она сидела по голове. Вот сейчас вот мне неудобно, так как шапка уже у меня связана. По образцу было это делать намного проще. Итак, вот я растянула, зафиксировали таким образом. И считаем вот 10 сантиметров от начала до вот этой отметки. 2, 4, 6, 8, 10. То есть в 10 сантиметрах 10 петель. Вот такая плотность меня устраивает. Вот она. И действительно, когда я связала шапку по своим расчетам, шапка села идеально, так как хотела я. Поэтому вы смотрите, как вы любите носить эту шапку. Образец вязать обязательно, потому что плотность наша с вами может не совпадать. И если вы хотите, чтобы шапка была действительно теплая, можно еще связать для нее подклад. Как вязать самый теплый подклад, у меня есть видео, я оставлю ссылку где-то здесь. И в описании к этому видео посмотрите, может быть, свяжете и подклад. Здесь у меня справа отходит нить, это кончик, слева нить от клубка. Покажу, как набираю петли медленно, показываю для тех, кто только-только учится вязать именно шапки. Итак, завожу свои спицы снизу, верхней перемычки, как бы захватывают такую петлю. Завожу эти спицы перед
петлей на большом пальце и захватываю нить на указательном пальце. Все, скинула, 2 петли готовы. Если показала для вас быстро, поставьте скорость воспроизведения на меньшую в настройках к этому видео, и будет медленнее либо быстрее. Если кто-то умеет набирать петли, промотайте этот момент. Итак, набираем 61 петлю, 60 петель на шапку и 1 петля для соединения петель в круг. Еще раз повторила. Итак, 2 есть. 3, 4, 5. Набираем 61 петлю самостоятельно. Петли я набрала. Вот такой кончик остался. Как раз для того, чтобы заправить его в вязание. Одну спицу я достаю, и сейчас будем соединять петли в круг. У нас есть 2 края. То есть он один, конечно, с одной стороны у нас идет вот такой узелковый край, с другой стороны в виде такой спиральки, косички. Если вам нравится более узелковый край, то разверните сейчас вязание на эту сторону. Если вот этот, то значит этот. С учетом того, что я вяжу шапку с подгибом, у меня лицевая сторона в виде вот этой вот косички, спиральки. А узелковый край получился за отворотом. Чтобы нам так и вязать, мы сейчас разворачиваем вязание, чтобы узелки лежали наружу. Вот так. А вот этот край в виде косички лежал сейчас внутри нашего вязания. Все, распределяем петли примерно напополам. Здесь особого значения не имеет. Я вытягиваю длинную свою леску. Если вы вяжете спицами с короткой леской, то вам этого делать не нужно. Я не могу вязать спицы с короткой леской, потому что мне неудобно. Все, вот так должно у вас сейчас лежать вязание. Узелками к вам. Смотрите, чтобы здесь петли не перекрутились. И сейчас соединяем петли в круг. Для этого я перенадеваю петлю крайнюю от правой спицы на левую спицу. Перекидываю последнюю петлю с левой спицы. Накидываю ее на ту петлю, которую мы сейчас перекинули на левую спицу. Она у нас. Затягиваю эту петлю. И вот эту петлю, которую мы сейчас только что перекинули, возвращаем обратно. То есть как бы просто узелком мы ее окрутили. Все, соединение сделали и начинаем вязать наш узор. Вязать мы шапку будем резинкой 2 на 2. И с самого первого ряда начинаем вязать с лицевых 2 петель. Лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная. Далее лицевая, лицевая. То есть 2 лицевые, 2 изнаночные. Проще узора не придумать. И так до конца ряда мы вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные. Сейчас я вяжу все за передние стенки. Так у меня лежат петли. Лицевая, лицевая, изнаночная, изнаночная. Вяжу способом Magic Loop. Повторюсь, на спицах, 3 изнаночные провязала. Так, 2 лицевые, 2 изнаночные. Короткие спицы 40 сантиметров, как правило, идут с короткой самой спицей, которую мы сейчас вяжем. Вот у меня здесь спица 10 сантиметров примерно, или 11. Вот она спица. А в маленьких круговых
40 сантиметров общей длины спицах, то есть сама вязальная спица, она очень коротенькая. И мне неудобно ей вязать, потому что вязание получается на весу, а мне нужно, когда я вяжу, чтобы был упор вот на эту часть ладони. Поэтому я короткими спицами не вяжу. Это я говорю для тех, кто будет опять осуждать и обсуждать, что я должна уметь все на свете. Все, я сделала, вытянула петлю по центру шапки примерно и продолжаю вязать резинкой 2 на 2. Первый ряд я довязала, и сейчас продолжаем вязать необходимую длину шапки, то есть высоту от начала до макушки, до начала завершения. То есть также вяжем по кругу резинкой 2 на 2, то есть 2 лицевые, 2 изнаночные за правую стенку я вяжу. Так как я вяжу бабушкиным способом петли, поэтому я вяжу изнаночные за заднюю правую стенку. Лицевая у меня сейчас находится перед работой. То есть вот она, правая стенка, лицевые за правые передние стенки, а изнаночные за правые задние стенки. Встречаемся на моменте, когда будем закрывать макушку. Длина у меня получилась 35 сантиметров. Вот она, отметка. 35 сантиметров. Я планирую ее носить с большим, очень большим отворотом. Примерно 10-12 сантиметров. Я мерила уже на себе. Ну вот где-то 10-11 сантиметров. Так я и задумывала, чтобы шапка была с очень высоким отворотом. Еще с учетом того, что у нас останется сверху макушка. Вот здесь у меня было присоединение нити. Я сделала обычный узелок. Можно, например, эти нити склеить. Но в толстой пряже, когда я склеивала нити, у меня вот это место склейки, оно все равно где-то вылазило. Мне не понравилось, поэтому я место склеивания вырезала и сделала обычный узелок. В объемной шапке вот эти хвостики можно спрятать вот в косичках. И их будет совершенно не видно. Все, заканчиваем наше вязание закрытием петель по 2 следующие петли. Из 2 лицевых вяжем 1 лицевую за передние стенки, вот они правые, слева направо захватываем нить, закрыли. Далее идут у нас 2 изнаночные, правыми стенками также переснимаем. Правые стенки сейчас лежат перед работой, перед спицей, и закрываем за передние стенки. И так до конца ряда. По 2 лицевые закрываем и 2 изнаночные, то есть из 2 изнаночных 1 изнаночная. Очень просто. Если неудобно закрывать макушку на круговых спицах, то можно взять чулочные спицы. Здесь особого значения не имеет, какого они будут диаметра. Можно взять спицы и небольшие, только посильнее вытягивать вот эту петлю, если неудобно закрывать макушку на круговых спицах. И так до конца ряда. Все, первый ряд я закрыла. И сейчас сразу закрываем второй ряд. Мы сейчас закрываем лицевую и изнаночную. Для этого лицевую петлю, у меня сейчас лицевая лежит правой стенкой перед работой, я разворачиваю наоборот правой стенкой за работой, то есть за спицей, вставляю правую спицу за задние стенки правые, и лицевую, и изнаночную. И из 2 вывязываю 1. Получилась лицевая. Далее повторяем все то же самое до конца ряда.
первую лицевую петлю я разворачиваю правой стенкой за работу, вставляю правую спицу в 2 петли, в лицевую и в изнаночную за правые стенки и провязываю лицевую. Получается аккуратно. И снова так вяжем до конца ряда, закрываем. Закрыла этот ряд. У нас сейчас на спицах, посчитаем, сколько осталось петель: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 петель. Закрыли этот ряд, и у нас на спицах сейчас 15 петель. Сейчас мы их тоже закроем по 2 петли, потому что если будем стягивать просто нитью, у нас получится ну такое, да, не очень красивое завершение макушки. Поэтому сейчас снова закрываем по 2, несмотря на то, что у нас осталось 15 петель, мы просто последнюю закрывать не будем, мы ее просто провяжем. Я закрываю макушку на круговых спицах. Мне удобно. Закрываем последний ряд. Первые 2 петли мы перенадеваем правой стенкой за работу, чтобы правая стенка смотрела сейчас вот за спицей. Вводим спицу правую за правые стенки и вывязываем 1 лицевую. И так проделываем до конца ряда. Перенадеваем лицевые петли правыми стенками за работой, и из 2 1 лицевая. У нас осталась не закрытая, получается, самая последняя петля. Мы ее просто провязываем лицевой петлей. Все, на спицах у нас сейчас 7 петель, и эти 7 петель мы будем затягивать нитью. Через каждую петлю будем протягивать эту нить. Для этого нам понадобится крючок любого диаметра. Итак, начинаем. Вот у нас отходит нить, и как раз вот он первый ряд. Я просто развернула сейчас шапку, достаю из 4 петель спицу, можно по одной, как удобно, и протягиваем нить через эти 4 петли. Из последующих 4 петель, у нас на спицах осталось не 7, а 8 петель. Из последующих 4 петель вытянули спицу и вставляем крючок и протягиваем нашу нить. Все. И хорошо затягиваем. Примеряем шапку. Вот такая макушка аккуратная получилась. Так, прячем наш кончик нити с изнаночной стороны в вязание. Вот такая аккуратная макушка у нас получилась. Вы можете носить шапку вот с такой просто кругленькой макушкой. Можно ее сделать вот такой плоской, как вам больше нравится. Вот такая шапочка у меня получилась. Она даже вся в кадр не влазит. У меня будет большущий отворот. Можно сделать его прямо очень-очень большим и шапку носить по голове. Когда сильные морозы, можно и так сделать. Я ниточки все спрятала, закрепила. Их даже не видно. Специально оставила маркер пока, чтобы мне не путать, где у меня начало ряда, начало и конец ряда, то есть где у меня затылок. Вот такая вот теплющая шапка у нас получилась. Обязательно вставлю фотографии в видео, какая шапка получилась, как ее можно носить, варианты ношения. Надеюсь, это видео вам понравилось. Не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если до сих пор не подписаны.